По дороге обратно у нас отлетело переднее левое колесо. И пришлось до самого вечера, до ночи поднимать машину, ставить колесо обратно. Оказалось, все болты были откручены, они не были зажаты. Ну, что я хочу сказать. Сделана работа очень добротно, качественно. И сразу все стало понятно. В общем-то, дребезжание, которое было в машине, это правый тросик ручника вообще проржавел, мало того, он соскочил с вилки и просто болтался на карданном валу. Плохие тормоза были в итоге и грохотание. Это было, заклинил цилиндр правого заднего колеса тормозов. И все время терлись колодки о диск. Значит, это все пришлось заменить абсолютно. Дребезжание было еще от того, что раскрутились гайки и выскочил один болт с гусака крепления к глушителю. Я уже не говорю о том, что пришлось поменять все сайлентблоки, все втулки. Ну, в общем-то, осталось только сделать развал схождения для того, чтобы уже нормально и спокойно ездить. Я хочу сказать, уважаемые водители, никогда не допускайте того, что делал я. Вернее, я ничего не делал с машиной уже года 4. Машине 17 лет, пробег 344 километра, 1000 километров, и при этом в тормозную систему никто никогда за всю ее жизнь не заглядывал. Слесари сказали, так она еще у вас нормально бегала. Все это обошлось достаточно дорого, но это только лишь потому, что надо все вовремя делать. Никогда не поступайте так, как я. Машина – это наши ноги, это наше время. Благодаря машине мы ускоряем нашу жизнь. Поэтому я доволен ремонтом, хотя это было очень и дорого, и долго, и трудоемко. Ну и теперь совсем другая машина стала. Если услышали какой-то стук, какой-то скрип, или показалось даже, заезжайте на СТО. Правда, смотря на какой. Я на одном был, там сказали, что все отлично, все нормально. А на самом деле это оказалось очень большой кусок проблем. Опять будем ночевать, будем жечь камин. Ну, а сегодня и завтра будем заниматься тем, что поднимаем ежевику. Сегодняшний сюжет будет посвящен тому, как мы поднимаем ежевику. Моя Ирина Юрьевна, он там уже приступила к работе. Ну и как, помощь нужна? Нет, помощь не нужна. А что так? Потом будешь кричать, никто не помогает тебе, я все сама. Ох, как ты проволоку натягиваешь, даже он арматура гнется. Даже без инструмента оно вот будет и хочу держать. вам показать, какую я проволоку купила. Проволока замечательная для шпалер. Понятно. Так что рекомендую. Да. Рекомендуешь для чего? Или ты хочешь сделать рекламу? Когда мы с Валерой ставили шпалеры, мы очень долго спорили. Ставить ли их посередине ряда или в стороне. И все-таки Валера решил, да, нет, надо все-таки в стороне делать эти столбы. И правильно решил. Правильно-то правильно, но что у нас получилось? Мы ее поднимаем сюда, вот на шпалеру, то есть она у нас изгибается. Когда новая начинает расти, она прорастает между этими старыми ветками. Получается, что я ее должна уложить поверх этой. Так что, если вы будете делать когда-то шпалеры, 100 раз подумайте, как их лучше сделать. Значит, муж сделал правильно, но все равно неправильно. Ну, просто за ними надо смотреть. Маленькие сразу надо нагибать. Ну, вот. Короче, я тебя не беспокою. Ну, короче, не беспокой, у тебя все получается да. очень хорошо. У меня идет процесс. Да, но ты как и красишь, так и проволоку натягиваешь. Потом придешь... Ты Нет, ты знаешь, я специально это оставила, потому что тут будет, может, какие-то ветки, я их потом закреплю. Ой, господи. Ты понимаешь? Миллиметровщица. Но мне жалко их отрезать. Но они никому не мешают. Да. Слушай, а натяжение-то какое, а? Как струна. Что это такое? Ты меня прогнала, чтобы я тебе не помогал. А у тебя было еще хуже же. Ну, конечно. Вот наша смородина распустилась уже. Пока тут нечего показывать. Иди. Ну как нечего показывать? Видишь, как смородина пошла. Ну, красная, еще смородина правда, пошла, тут плохо. еще листья. Но ежевика он уже стал опускать. И очень здорово стал опускать. Ну что, еще один ряд сюда, наверное, да? Ну это ж тебе удобно. Я не знаю, будет ли удобно ежевики, но тебе так удобно будет. Нет, ежевики-то будет удобно 100 раз. Когда новые ветки пойдут, они будут лезть на дорожку. Я их привязываю к этой нижней веревочке. Поэтому вот нижняя веревочку или же проволоку ну, такую? Какая разница, проволоку. Так иди, все. Ну вот, прогнали. А мне и на руку. Ну и как ты поднимаешь? Она не поднимается ровно, да? Ты Нет, стелишь ее? ровно и не надо. Как она просится, так и закреплять.
Нет, ну это Сейчас надо зрители будет... посмотрят и скажут, что это носится со своей ежевикой, с этой. Ну, нет, они когда посмотрят, как она будет цвести, как она будет дальше расти. Обычно всегда такой вопрос задают. Ведь малина же вкуснее, зачем выращивать ежевику? Ну, кому как нравится. Ежевика полезнее, чем малина. Малина тоже полезнее, но нельзя же сравнивать малину, например, с мандарином или малину с земляникой. Малина есть малина, земляника, земляника. Но ежевика все равно полезнее. Но много времени, конечно, на нее надо. Так ты только одну натянула и... Ты знаешь, наверное, вторую сейчас не буду делать, потому что я замерзла, очень холодно. Так завтра обещают солнце, без дождя. Но ты так украдко ее подняла, что я не успел тебя заметить и снять. Это она сейчас такая дохлая. А летом она как разрастется, здесь пройти будет сложно. Вообще-то интересно у нас получается. Когда я говорю, ты тоже говоришь одновременно. Это как у нас в дебатах или по телевизору. Когда одновременно говорит 2-3 человека, ничего не понять, кто что хочет сказать. Но они друг друга перекрикивают, забивают. Так и у нас с тобой. Я ж тебя не перекрикиваю, я потихоньку говорю. Вот это как ты будешь поднимать? Но это уже до завтра, да? Нет, вот это хороший сорт лохтей. Он такой пластичный сорт, он хорошо поднимется. Он хорошо и ложится, хорошо и поднимается. Ну ты же аккуратно поднимай, так чтобы он почки не пообламывать. Видишь, как они проросли уже. Стараюсь. Вечер. Отработали день. Сидим в домике, нагрели его, пьем чай. Как говорят, что на 3 вещи можно смотреть бесконечно. Это на огонь, на воду и как женщина паркуется. Нет, как кто-то работает. Да, как кто-то работает. Поэтому мы поставим, чтобы вы посмотрели на наш камин. Посмотрите на наш огонь. Что, анекдоты? Нет, нет, не поможет. Все равно не поможет, сказал Белый, глядя, как афроамериканец пьет молоко. Если напугать страуса на кладбище, то он испугается дважды. Знаешь, если часто и много употреблять какой-то продукт, то он надоедает. Вопрос, что не так с пивом? Какие-то анекдоты у тебя не смешные. Это искрометный юмор. Да, ты, наверное, сегодня устал. Ну, а что ж... Ты рассказываешь без вдохновения. Ну, а что ж ты думаешь, сколько я там переделал? Тебе сколько раз пытался помочь? Стекло заново перелистал, посмотрел. Вот в понедельник еще съезжу на развал схождения. И со вторника все, я переселился на дачу. Ты можешь ко мне приезжать, привозить что-нибудь покушать. Но это долго сидеть целыми длинными вечерами, мы, наверное, закончим. В прошлый раз мы обещали, что, когда ночевали, что утром мы доложим, замерзли либо не замерзли. Нет, не замерзли. Температура была 21 градус в комнате, было комфортно спать. Вечерний мацион заканчивается. Доброе утро. Переночевали прекрасно. Камин плюс УФО свое дело делают. С утра успели слегка позавтракать, попить кофе и в грядке. Рассказывай, что ты тут делаешь. Вот смотрите, какие лозы длинные получаются. Вот на примере, вот одна лоза. Вот она идет. Ну, я их еще немножко, может быть, укорочу. Но выше, чем 2 метра, ставить стойки, конечно, бесполезно, потому что не достанешь же ничего. Особенно, когда урожай собирать. Ну, привязывай. Я же специально пришел снять тебя. Мысленный процесс идет. Потом придешь, когда я уже сделаю. Ладно. Пошел поднимать виноградник. Вообще у нас сегодня намечается какой-то подвиг. Ирина Юрьевна изъявила желание еще на одну ночь остаться, чтобы успеть все сделать. Хватит сказки рассказывать. Пора и за работу. Ну вот, что мы сделали за сегодня? Вернее, не мы, а Ирина Юрьевна. Подняла вот ежевику 3,5 ряда. Но теперь хоть еще мусор этот можно будет убрать. Устали. Еще мы не в форме после зимы. И поэтому я за целый день фактически поднял вот виноград. Очень неудобно с лестницы было со стремянки поднимать, подвязывать его. Плохо мы его обрезали. Ну да ладно.
Наши ночнички зарядили от солнца. Нарубил еще дров, но решили ехать домой. Так что до свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Будем комментировать. Все еще впереди. До свидания.